кабачки в бочках. Они у нас именно так растут. Мы много раз пробовали открытый грунт, но пока холодная земля, и получается, что поздно вырастают. Хотя и в открытом грунте тоже выращиваем. Но больше всего и чаще всего мы выращиваем кабачки, искандер, кавили, именно гибриды. И они дают нам ранний урожай. И все лето до даже холодных дождей уже в августе и сентябре. Как же это получается? Давайте мы рассмотрим в этом видео. Итак, на канале Раисы Греченко «Дача, сад, огород, цветы» новое видео. И оно посвящено кабачкам в бочках. Для посадки в бочку мне нужно было с осени готовить уже бочку вот эту. Вот смотрите, здесь у меня земелька, внизу слоями сухие остатки. Я сейчас этого уже не буду делать, потому что зачем я это делаю с осени? Затем, что в крайнем случае, если ранняя весна, дело в том, что органика будет прессоваться и будет падать. И если мы посадим кабачок, и это будет спрессовано, то, естественно, оно вниз опустится. Ну, можно досыпать землю. Я, кстати, буду досыпать. Но в данном случае вот такая ситуация. Я заранее все заготовила. Видите, земля какая очень хорошая, такая плодородная. Благодаря тому, что здесь и с леса немножко земли, и огородная. Вот. И из кухни, кстати, зимой были остатки кухонные тоже сюда. Вот червячок какой симпатичный. Вот житель здесь, он работает. Ну вот, чтобы посадить кабачок, вот он у меня кавели. Я его здесь маленький посажу. Кавели видно сразу, вот семечко, видите, семечко как раз. Вот это фирменный кабачок. Семечко цветная и качественная. И всход, естественно, хорошая. Вот. Так что я это точно знаю, что это хороший кабачочек, и уже проверяла несколько раз, что я делаю. Значит, здесь уже частично у меня было, мы снимали видео, показывали, как доставить корням растений, которые уже посажены, муку, которую мы используем, и дрожжи. Итак, под кабачок вот эту большую бочку мне понадобится. В любом случае, большая, меньшая бочка. Я сюда обязательно добавляю 4 ложки рыбной муки, далее 3 ложки мясокостной муки, я уже перемешала, и 2 ложки кормовых сухих дрожжей. Кормовые сухие дрожжи нельзя заменять дрожжами такими в начале сезона. Это можно делать, когда уже установится теплая погода. Итак, у меня уже смешано, подготовлено, часть уже была высыпана. Я просыпаю вот это все. Добро очень ценное. Кстати, сразу же отвечу тем, что мне пишут в почте, что это же куда годится, это же очень дорого. Это для мини-дач, для дачников подходит. А я, кстати, для дачников и даю вот эту всю информацию. Видите, я пока перемешиваю землю и рассказываю. И отвечаю на вопросы. Будущее как раз за мини. Больших уже хозяйств в будущем не будет. Почему? Да потому что земля устала от того, что ее и гербицидами химичат, чтобы травы не было, и удобрения в неблагоприятный день вносят, и эти удобрения уничтожают, и живые там какие-то существа, тех, что там полчища живых существ, которые работают в земле постоянно, каждый день. Это их работа. Ну вот, их удобрениями и различными гербицидами, ядами убивают постоянно. Поэтому земля сейчас и засуха, и там нету никаких условий для того, чтобы в этой земле, чтобы выращивать сейчас овощные растения, то есть плантации в будущем нет. Ну вот, вернемся к этому растению, кабачку. Вот. У меня здесь влажная земля. И я не буду. И здесь влажная земля. И так аккуратненько его выбираю. Видите, уже корневая система очень хорошая. Вот. Уже перерастает. Он уже даже выбирался корешочек из горшочка. Значит, нужно, не трогаю корешки. Так как сегодня козерог. До обеда очень хорошее время. И видите, я углубление, я еще не засыпаю. Я обязательно вот это делаю, чтобы не полная бочка была. Вот здесь она должна где-то сантиметров 15 от ободка идет. Вот ободок. И здесь сантиметров 15. Вот. И углубление. Чем это хорошо?
Почему я так делаю, не выставляю? Значит, вот здесь очень важно, вот я прижимаю, здесь влажная земля, и корни пойдут в стороны и будут развиваться. Ну, а затем уже через 3 дня я всегда всю рассаду поливаю тогда, когда уже проходит 3 дня. Следую Анастасии Владимира Мегре, которая всегда говорила: не балуйте свои растения, потому что они должны понять, что им нужно самостоятельно трудиться, искать влагу и развивать корневую систему. Ну и почему еще очень хорошо бочка? Получается, вот смотрите, сегодня 12, да, 12 мая, Козерог, далее будет Водолей, у нас идет похолодание, хотя сегодня уже 29 градусов днем, вчера было 27. Очень и очень сейчас жарко, но ночью уже будет +6, +8, +6. Что в этом случае я делаю? Вот смотрите, какой выход. Можно просто-напросто, накрыть вот таким образом агроволокном несколько слоев, но натянуть пленочку, это агроволокно, для того, чтобы оно не прикасалось к растению. Смотрите, как это хорошо получается. Вот, можно это сделать несколько слоев. Но чем больше пространства внутри, тем лучше вот это нагревание происходит и удерживание тепла. Поэтому смотрите, что я придумала, что я делаю. У меня есть вот такая железка, да любая железка, уже подготовлена. Видите, это своеобразный домик. Днем тепло. Где-то в 5 часов вечера я займусь вот этим мероприятием, очень важным. Буду ходить вокруг бочки. И бочку накрою снизу. Сейчас ее. Вот. Бочка будет накрыта вся. Сейчас покажу, как. Видите, прикасаться не будет. И здесь будет пространство, которое будет согревать. И сама бочка тоже будет греться, и она не будет выпускать тепло. Вот таким образом я ее всю закутаю. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. И кабачку ночью будет очень приятно, будет ему тепло. Вот они, кабачки, 2 бочки. И здесь они ночевали. Пока еще прохладно, поэтому я не открываю. Единственное, что покажу, что я добавила еще сюда, так как прогноз был такой не сильно хороший, не сильно приятный. Вот, я хочу сейчас показать, что я добавила. Добавила еще бутылку, накрыла. Так кабачок еще небольшой, поэтому можно вот это использовать. Вот это. Вот смотрите, кабачок здесь находится. Я сейчас открою быстренько. Вот, видите, он ночевал в бутылке. Я добавила, потому что прогноз погоды был не очень благоприятный. Сейчас снова же закрываю. Хочу сказать, что кабачки температуру даже понижение до 5-6 градусов переживают. Но это короткий период, вот как у нас ночью было, +8. И даже 8 часов утра еще было +8. Сейчас +15. Но это холодно, поэтому я вот это агроволокно не снимаю с самой бочки. Буду ждать, если будет потеплее, да. Бутылка сохраняется. И вечером снова же это агроволокно будет накрыто сверху. А сейчас просто-напросто один слой сейчас накрою, потому что ветер такой северный, холодный. Вот. И будет здесь собираться, сохраняться тепло. Вот. И кабачок будет нормально себя здесь чувствовать. Так что температура оптимальная для кабачков 16-18. У нас здесь земля прогрета, очень хорошо было. Днем было даже на солнце 31 вчера. А снимаем вот этот кусочек видео мы сегодня уже 13 мая утром. Здесь нагревается за день вся земля, ночью отдает тепло. И утром снова же это все нагревается. Я открываю, если холодно, оставляю открытым этим. И получается, что кабачок быстрее всего развивается корневая система. И у меня не один такой кабачок, еще есть бочка. И здесь нету вот этой проблемы с холодной почвой. Снизу холодная почва, здесь прогрев. Вот это особенность и это секрет. Вот почему кабачки у меня получаются всегда раньше, чем в открытом грунте, где это тоже открытый грунт, но это бочка.
Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик подготовили это видео. Ответ на ваши вопросы, рассказать о том, как мы выращиваем кабачки в бочках. Я ответила, рассказала, посадку показала, как это мы делаем. Ну а теперь мы прощаемся до следующего видео с вами. Всего вам самого-самого доброго, крепкого здоровья. До новых встреч в новых видео.